Что именно сказал Чингук, что раскололо весь фандом на две части за считанные минуты? Заявление, которое он только что сделал о Тэхёне, поднимает большой вопрос. Это начало конца или дверь к скрытой правде? Прежде чем продолжить чтение, не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал и оставить комментарий ниже. Вы за решеткой Тиамен Как или за решеткой Тиам Та Э Юнг? Ваше мнение может изменить ход этой дискуссии. Что бы произошло, если бы за одну прямую трансляцию, длившуюся менее 5 минут, заявление Чингука из BTS заставило миллионы ARMY потерять дар речи? Что на самом деле происходит за кулисами, что заставляет человека больше не выдерживать того, что было плотно скрыто камерами, менеджментом и, возможно, даже им самим? И что еще важнее, что означает эта фраза? Это было обычное утро. Платформа Уиверс еще не была слишком переполнена. Уведомления работали как обычно, и в официальном расписании не было никаких упоминаний о том, что кто-то из участников BTS проведет импровизированный прямой эфир. Но, словно необъяснимое предзнаменование, ровно в 9 часов 43 минуты по корейскому стандартному времени уведомления взорвались. Чингук с заячьим лицом в прямом эфире. Никакого расписания, никакого тизера, просто темный экран. Затем появилось лицо Чингука, сидящего в одиночестве в небольшой студии в черной толстовке и шапке, закрывающей часть лица. Ни музыки, ни фильтров, только звук его тяжелого дыхания и пустой взгляд в камеру. На первый взгляд, это выглядело как обычный прямой эфир, пока его первые слова не оставили зрителей безмолвными. «Надеюсь, вы не возненавидите меня после этого», — сказал он почти шепотом. Никаких улыбок, никаких шуток. Не было типичного смеха Чингука, который обычно оживлял атмосферу прямых трансляций. Только долгая тишина после этой фразы, затем выдох, который звучал как конец слишком долгой внутренней борьбы. Некоторые фанаты даже посчитали прямую трансляцию ошибкой. Но нет, то, что произошло дальше, раскололо весь фандом надвое. И до сих пор нет никаких признаков того, что все вернется на круги своя. Я больше не могу притворяться перед камерой. Я больше не могу улыбаться, как будто все в порядке, особенно насчет Тэхёна. На мгновение мир словно остановился. Эта фраза была не просто неожиданной. Она потрясла. Чингук, всегда известный как самый загадочный участник, решил произнести имя Тэхёна напрямую. Не с инициалами, не с кем-то, а с настоящим именем. В мире, где каждый маленький жест может попасть в заголовки новостей на неделю, упоминание имени другого участника в контексте неясных эмоций – это не только смело, но и может привести к кризису. Что значит «притворяться»? Это касается личных отношений, работы, чувств? Или есть что-то еще, что скрывается от публики? Прямая трансляция длилась всего 7 минут. Никаких дальнейших объяснений. После третьей фразы Чингук просто сказал: «Я знаю, что это произведет большой фурор, но я должен быть честным. Возможно, пришло время». И затем экран погас. Ни прощания, ни приветствий, только тишина. Но именно в этой тишине мир начал сотрясаться. Твиттер-лента мгновенно превратилась в поле битвы. Хэштеги решетка Юнка Акливи, решетка Тая Юнг, решетка Адди Демиан и решетка Армадивидет за 20 минут возглавили мировые тренды. Даже такие крупные СМИ, как Dispatch и SCMP, начали писать статьи на основе коротких записей, которые теперь вирусны на всех платформах. Но никто точно не знает, что именно имел в виду Чингук. В течение 27 минут после начала трансляции начали появляться различные предположения. Некоторые ARMY посчитали, что это долгожданное признание того, что, возможно, отношения Чингука и Тэхёна сложнее, чем просто отношения участников группы. Они вернули моменты с участием Тэкука из прошлых лет, воссоздав все фан-камеры, старые прямые трансляции и видеофрагменты с концертов, которые раньше считались обычным фан-сервисом. Но теперь все это рассматривается в другом контексте. С другой стороны, некоторые ARMY были возмущены. Они считали, что Чингук не должен был упоминать имя Тэхёна в неполном заявлении, которое привело к множеству интерпретаций. Если речь идет о личных чувствах, зачем упоминать имя Тэхёна?
написала одна из фанаток. Вы понимаете, насколько опасно для фандома получать такие полуподсказки? С большим волнением написала другая. Несмотря на весь этот шум, HYBE Entertainment до сих пор не выпустила официального заявления. Обычно в случае спорной прямой трансляции руководство выпускает разъяснение в течение нескольких часов. Но до написания этой статьи, спустя 4 часа после инцидента, не было ни одного объяснения, даже никакой активности на официальном аккаунте BTS. Тишина. Это как разработка очень тщательно продуманного ответа. Но есть один интересный момент. В перезаписанной прямой трансляции, которую выложили фанаты, прежде чем ее окончательно удалили с Уиверс, четко видно, что за спиной Чингука находится небольшая доска с надписью «Неужели мне нужно продолжать притворяться?». Эта фраза едва заметна, спрятана за бутылкой с напитком и разбросанными наушниками. Но для внимательных фанатов это не совпадение. Это было скрытое послание. И это послание открывает двери для гораздо более сложных возможностей. Был ли у Чингука личный конфликт с Тэхёном? Или это чувство, которое он не может выразить открыто? Некоторые предположения даже связывают это с инцидентом в конце прошлого года, когда их видели в небольшой ссоре за кулисами концерта в Токио, момент, который быстро забылся, поскольку СМИ предпочли сосредоточиться на потрясающем выступлении. Теперь все, что когда-то игнорировалось, снова становится актуальным. Даже выражение лица Тэхёна, когда он увидел сольное выступление Чингука на последнем концерте, которое стало предметом мемов из-за своей монотонности, снова стало вирусным. Это знак? Или все это просто преувеличенная конструкция из-за недостатка информации? И на фоне всего этого шума остается один вопрос, на который еще нет ответа. Начало ли это великого признания? Или это всего лишь мимолетный всплеск эмоций от уставшего и подавленного Чингука? Но одно несомненно, всего одной прямой трансляции Чингук разделил ARMY на два лагеря. Одни называют это проявлением смелости и честности. Другие – безрассудным поступком, который может подорвать дружбу и доверие публики. И самое ироничное, что сам Тэхён до этой самой секунды не сказал ни слова. Ни в социальных сетях, ни на Уиверс, ни даже в своих обычно активных личных обновлениях в Инстаграм. Тишина. Молчание. Это как создание контрнарратива, который нельзя произносить впустую. Что произойдет, если Тэхён наконец заговорит? Признание Чингука – это открытие гораздо более глубокой истины. Или это будет последняя искра, которая разрушит гармонию BTS изнутри? Эти вопросы висят в воздухе, без ответа, без разрешения, и все взгляды теперь прикованы к двум именам – Чингуку и Тэхёну. Одно предложение, одна трансляция, одно решение, и все меняется. Что значит молчание, когда миллионы глаз ждут от тебя всего одного слова? Почему Тэхён решил молчать, даже после того, как его имя и отношения с Чингуком обсуждались всем миром? Молчание – знак мира или надвигающейся бури? Через 30 минут после того, как прямая трансляция Чингука потрясла фандом, виртуальный мир не перестает сотрясаться. За ревом хэштегов, борющихся за место в трендах, скрывается еще более поразительная вещь – абсолютное молчание Тэхёна. Никаких публикаций, никаких ответов, его даже не видели в сети, хотя обычно человек, которого все знают как Ви, часто появляется в историях Инстаграм со своей экспериментальной музыкой или просто делится эстетичными портретами из окна отеля, где он остановился. Но сейчас ничего. Как будто Земля поглотила его существование, и в этом-то и проблема. В мире, жаждущем мгновенных разъяснений, молчание – это не просто пустота. Это заявление. И это заявление теперь искажается, анализируется, пока не используется как оружие двумя лагерями ARMY, которые начинают враждовать, придерживаясь своих собственных версий событий. С одной стороны, существует теория, что Тэхён знал о признании Чингука задолго до трансляции. Фанаты начали копаться в подозрительных моментах их последних публичных взаимодействий, особенно во время последней групповой трансляции, где Чингук сидел немного в стороне и лишь коротко отвечал, когда говорил Тэхён. Некоторые считают это формой эмоционального стресса.
Другие называют это преднамеренным дистанцированием. Является ли это признаком скрытого напряжения? Но еще более поразительным является тот факт, что вскоре после окончания прямой трансляции Чингука один крупный фан-аккаунт в Твиттере, посвященный Тэхёну и имеющий более 2 миллионов подписчиков, удалил все твиты от Икуки менее чем за 10 минут. Это не случайность. Это как негласный сигнал о том, что происходит что-то важное, что есть какое-то общение или направление, которое нельзя раскрывать публике. Но это не просто дикие домыслы. Некоторые фанаты выразили глубокую обеспокоенность. Они считают, что и Чингук, и Тэхён находятся в несправедливом положении, заложники нечеловеческих ожиданий публики. А что если все это просто психологическое напряжение? Почему мы вообще настаиваем на историях о любви или конфликтах? Что если Чингук просто хотел сказать «мне нужно пространство»? Но пространство никогда не будет в мире знаменитостей, тем более таких больших, как BTS. Все, что они говорят или не говорят, всегда просчитывается, проверяется, архивируется, и чем тише Тэхён, тем громче эхо вопроса. Это форма предательства или самообороны? Ситуация усугубляется тем, что новые аккаунты, утверждающие, что являются инсайдерами из HYBE, распространяют скриншоты неподтвержденных переписок. Тэхён попросил Чингука не упоминать его имя публично по личным вопросам. Правда ли это? Никто не может ответить, но одно можно сказать наверняка. В течение 3 часов после признания Чингука раскол в сообществе ARMY перестал быть просто мнением. Это уже стало столкновением идентичностей. В сообществе Уиверс модераторы удалили несколько постов фанатов о предательстве Тэхёна. Это породило теории заговора о том, что HYBE пытается контролировать ситуацию. Но если это так, почему не было никаких официальных разъяснений? Ответ может кроться в одном, чего многие не понимают. Прямая трансляция Чингука велась не из главной студии HYBE, а из частной репетиционной комнаты на нижнем этаже. Бывший сотрудник BTS анонимно подтвердил это в обсуждении на форуме Kakao Talk. Если вы посмотрите на обои и расположение оборудования, это не официальная комната для прямых эфиров. Это импровизированная студия звукозаписи, которую участники обычно используют, если хотят порепетировать без съемочной группы, написал он. Если это правда, то решение Чингука провести импровизированный прямой эфир было чисто личным желанием, не частью продвижения, не частью стратегии, а именно потому, что это так опасно. Тем временем в СМИ начали распространяться слухи. Репортер одного из южнокорейских новостных изданий высказал смелое мнение. Похоже, Чингук переживает момент смены идентичности, и не исключено, что это повлияет на внутреннюю структуру BTS. Это заявление вызвало быструю реакцию фанатов, которые посчитали, что СМИ слишком поспешно делают выводы. Однако эта история быстро распространилась за пределы фандома на международные дискуссионные форумы, которые обычно не слишком интересуются делами К-поп. И посреди всего этого произошел шокирующий поворот событий, который, казалось, рухнул со всех предыдущих теорий. Ровно в 13 часов 4 минуты по корейскому стандартному времени одна из ARMY из Кореи опубликовала размытый портрет вестибюля отеля в Сеуле. На портрете видно, что кто-то, очень похожий на Тэхёна, стоит один в белой толстовке и черной маске. Но внимание привлекло не только присутствие Тэхёна. Внимание привлек предмет, который он держал в руках, черный блокнот с текстами песен. На обложке написано «Тому, кого я не могу забыть, даже если мне придется притворяться». Это может быть совпадение. А может, и не Тэхёна. Но в такие моменты каждая деталь — это подсказка. И если это действительно его блокнот, то что это значит? Кто этот, тот самый? Это завуалированный ответ на признание Чингука? Что еще хуже, вскоре после того, как фотография стала вирусной, аккаунт Тэхёна в Instagram внезапно потерял более 500 тысяч подписчиков за час. Если бы это была всего одна фотография, это было бы нелогично. Но, по-видимому, большинство фанатов начали терять ориентацию в поисках виновных. А в ситуации неопределенности эмоциям масс нужен был объект для критики. Но вопрос остается прежним. Почему Тэхён молчит? Делает ли он какое-то важное заявление?
Пытался ли он успокоиться, прежде чем сказать что-то, что могло бы быть еще более разрушительным? Один из наблюдателей за корейской поп-культурой в интервью телеканалу Channel A сказал, в корейской культуре молчание может означать уважение, но в мире развлечений молчание также может означать защиту. Если Тэхён молчит из уважения к Чингуку, то нам следует готовиться к чему-то серьезному. Но если молчание — это защита от чего-то более темного, мы еще не знаем, насколько глубоки раны. И пока эта новость не будет опубликована, становится все яснее одно. Что бы ни происходило между Чингуком и Тэхёном, это не просто драма фанатов. Это исторический момент в истории BTS, момент, когда правда, верность и границы частной жизни борются перед миллионами людей, которые считают себя вправе знать все, что происходит. А мы действительно заслуживаем знать все. Неужели HYBE действительно не знали, что Чингук собирался сказать? Или они уже знали, но предпочли молчать по какой-то более мрачной причине, чем мы можем себе представить? Дело только в личных отношениях. Или это игра власти, затрагивающая мировую репутацию и миллиарды долларов? В 16 часов 45 минут по корейскому стандартному времени, почти через 8 часов после того, как Чингук в прямом эфире назвал имя Тэхёна, и впервые в истории BTS за этот период не было официального заявления от HYBE после такого огромного скандала. Даже когда в прошлом распространялись слухи о романе или когда происходили технические инциденты на концертах, разъяснения обычно появлялись в течение 2-3 часов. Но на этот раз тишина. Слишком тишина. И это только усиливает подозрения. Неназванный внутренний источник, идентифицированный как бывший сотрудник отдела по связям с общественностью, работавший в Big Hit с 2017 по 2019 год, заявил в подкасте, посвященном независимому расследованию, что если все затихает, это значит, что внутренняя команда не пришла к согласию относительно дальнейших действий. Возможно, некоторые хотят внести ясность, но пока нет никаких пояснений другие.